Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Доброе. Значит, вот мы переночевали. Здесь такое место у нас. Вот прям такое отгороженное камнями. Там тут у нас стояла палатка вот здесь. Прям идеально все. Пойдем. Все, продолжаем дальше поход наш по Ликийской тропе. Все, пытаемся дойти до Демре. Идем в сторону Демре, Третий да. день начался. Надеемся, дойдем. Дойдем, конечно. Все, дальше будет включение. Мы продолжаем наш маршрут. Вот метки очередные на камне. Тут такая тропа, она натоптана, прям видно, что она вся. И впереди еще метки. Вот Катя от меня уже это подгоняет. Я медленно иду. Вот, поэтому догоняю нашу Катюшу. И идем дальше по Ликийской тропе. Значит, как-то так. Сегодня у нас что, понедельник уже. Все, выключается. Так, мы вот идем по Ликийке. Шли тут немножко по дороге, вон оттуда спускаемся. Тут на дереве вот метка. Вот на дереве метка. Проходим дальше. Там вот впереди дальше вот лежат, где не вижу, тут где-то тропинка проходит. Вот даже камешки лежат. Вон впереди наша Катя. Это, а? И колодец там вон. Да, сейчас подойду. Так вот я тут как бы опасно опускаться, так когда руки заняты. А я так всегда иду. У меня палки под подмышкой. Вот. Значит, тут такой лес. Где-то ух. Там дорога осталась справа. Вот возле Кати колодец. Вот так, видите, колодцы тут встречаются. Их очень много на Ликийской тропе. Ну вот этот, кстати. И даже тут на колодце метка тоже есть. Да, баночка есть воду набирать. А, Но тут надо все равно веревку, потому что ты баночкой не дотянешься. Тут хотя бы воду видно. на веревку. Ну, пить ее, конечно, я не знаю. Ну, надо еще смотреть на профильтровать. Но помыться, постираться, в принципе, почему нет? Если вы такой полностью автономный турист. Ну, Мы не полностью автономные. мы пока в процессе автономности. Ну ладно, пошли дальше. А высота, кстати, сейчас 1000 метров от уровня моря. Да, кстати, ночевали мы тоже на высоте 1000 метров. Только немножко там ранее, это, там гробницы, ну, развалины. И ночью прям все-таки прохладно было. Сегодня там 20, какое, 1, да? Апреля. И так было бодряково. Вот. Ну, мы 2 спальника соединили вместе. И вдвоем хорошо тепло. Ладно. Иду дальше, догоняю Катю, а то Катя сейчас начнет нервничать у меня, что я отстаю вечно. Все, догоняю Катю. Ты запомнишь. Не кричи. 5 букв. Пошли. Идем на Демре. Значит, вот сейчас дошли до указателя вот такого вот. Тут сейчас поднялись, вот там внизу Ликийка. Дорожка, мы тут на дорогу вылезли. Поворачиваем. Вот видно, как мы тут лезли. Вот здесь снизу. Все, сейчас Ликийка проходит по дороге. Значит, виды вокруг такие вот. Значит, там вдали виднеются развалины исторические. А мы идем уже дальше по Ликийке. Она здесь проходит частично по дороге. Вот. Все, дальше будет включение. Мы продолжаем идти в город Демре. Уже 3-й день идем. Уже очень хочется дойти. Ну, нормально идем. Вышли из Финики. И вот Вышли 2 дня назад. 2 дня назад, да. И тут такая, тут такая дорожка. А вот это что бы вы думали на горизонте? Камера передает, нет? Ну, видно, что там теплицы. А это, друзья мои, все теплицы. А за теплицей море. Очуметь. Сначала море, теплица, а потом дальше Средиземное море. Да, да. Вот так-то. Вот Пойдем, так. Вова, Значит, убирай тут камеру, иначе споткнемся. мы вот сейчас оттуда сверху отпускаемся. Здесь высота 585 метров. Но мы спускаемся дальше.
по Ликийской тропе. Все, дальше будет включение. Вот мы опять идем по Ликиечке. Уже спустились на высоту 411 метров. Здесь проходит Ликиечка под горкой такой. Там дальше озеро Теплиц. Все в теплицах. Это Демре, да, Катя? Вот. Но мы пока идем по такой тропе Ликийской. Идем, кстати, по основному маршруту. Поэтому пока вроде читается все. Ну и чувствуем себя пока нормально. Дальше будет включение. Вот мы спускаемся. Такая какая-то порода пошла синяя, камня. Вроде и не известняк, или что-то непонятно какая, что за порода. А тут такие теплицы по линии идут. Вот. Ну ладно, догоняй Катюшу. Дальше будет включение. Итак, у нас сейчас высота 173 метра от уровня моря. А тут такой цветочек растет. Вот он какой. Вот такой цветочек. И он еще такой же растет, он в закате там дальше. И вон там, тут таких цветов много растет. Ну мы, короче, спускаемся в город Теплицы, да, Катя? Все, дальше будет включение. Пока лезем по этому курубнику. Слава всем богам. Мы наконец-то спустились вот с этой горы в город Демре. Вот даже тут табличка стоит, указатель. Да. Вот. Сейчас И пойдем. сейчас пойдем уже в направлении нашей гостиницы, еды, воды и всего остального. Ну все, тогда выключаю камеру. Дальше будет включение. Идем в гостиницу. Это мы. Это мы с Володькой. Мы наконец-то дошли в Демре. Вова. Смотрите на него, бедный. Сидит, лопает чизкейк Сан-Себастьян с горячим шоколадом. А я съела Объедение. кумпир. Это такая турецкое национальное блюдо. Картошка в мундире разрезается пополам, толкется содержимое с маслом и сыром, и туда добавляются всякие соленый огурчик, там капустка какая-то, оливки, кукурузка. Так зашло после ликийки. И вот я сижу, пью этот чай из бумажного стакана, казалось бы, обычный черный, ничем не примечательный чай. Меня накрывает такая эйфория, так хорошо. Мы сегодня прошли, я не знаю, ну по километражу, наверное, сколько? Километров 13, 14, 15, может быть. Сейчас Вова даже точно скажет. Но это был такой адский спуск. Это 29 тысяч шагов. 29 тысяч шагов, представляете? Это по горам. По горам. А потом 1000 метров высота. спуск был у нас 1700. 1200. 1200 не привирай. Ну это, Вчера ну, это было жесть. 1700. По поводу этого участка Демре и Финике. Короче, если вы новичок и чисто покайфовать вы хотели на Ликийскую тропу, не ходите туда. Ну, во-первых, это 100% ночевка в палатках. Это как минимум одна, но это если вы спортсмен. Скорее всего, 2. Вот, это дичайший сначала набор высоты, а потом это дичайший спуск по дороге с большими булыганами. В общем, ушатаете вы себе все. Вот. Ну, мы уже как бы люди, ходившие Ликийку, и можем сказать, что в принципе не самый сложный для нас участок. С красивыми видами, там очень много красивых видов. Вот. И в конце дня у нас был вот этот спуск в деревню, в эту Демре или в город, среди теплиц. Мы еще по городу прочесали километров 7, наверное. 7, да, наверное, в поисках нашего отеля. Мы забронировали отель классный. Сейчас заселимся и покажем вам номер, очень необычный. И вот пошли, нашли какую-то еду, очень простую, едим и Кафешка. делаем, да ничем не примечательная кафешка, в общем. Делаем вывод, что для чего люди ходят в походы? Да чтобы потом от простых вещей, таких как какой-то там горячий шоколад, там какая-то пироженка, там чай обычный горячий, получать удовольствие 100-500 миллионов раз больше,
чем если бы ты просто это сидел и ел дома целыми днями. Вот это мой такой вывод. Согласны вы с этим или нет? В общем, если что, пишите. Дальше 2 дня в горах. Да. И сегодня мы встретили на Ликейке мало людей. Мы встретили одну группу турецких мужчин. 3 человека, да, их было? И одну девочку из Кавминвод, которую зовут... Я не помню, как ее зовут. Я тоже забыл. Мы познакомились, и я забыла. И она путешествует одна. И вчера мы такую же девочку встречали. И меня просто они восхищают, если они нас смотрят и подписались на нас. Большой привет. Вот. Ходят одни. А я, 40-летняя тетя, боюсь это делать. В общем, ходить в походы классно. Ликейка — это супер. Всем советуем. И сегодня еще, наверное, увидимся. Вот мы зашли к нам в номер. Да. Нас за 3 дня, 2 ночевки в лесу было. И вот, наконец-то, мы дорвались до цивилизации. И такой интересный номер, деревянный отель. Вот даже есть лесенка на Да. 2-й этаж. Показать, наверное, или потом? Потом. Сходи, покажи. Ну ладно. Вот здесь лесенка на 2-й этаж. Сейчас я поднимусь. Деревянная такая. Тут и стены деревянные. Тут у нас кондиционер даже есть. Потолки высокие тут. Так. Сейчас я поднимусь. Хоп. 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 Так. Это как-то свет где-то загорелся. Так. Вот это у нас 2-й этаж тут. Как получается мансарда такая. Значит, тут такая кушеточка есть, столик, розетка есть, даже освещение есть. Тут все там. А там столик есть? Да, маленький столик есть. Вот вид у нас такой сначала. А, вот тот балкончик снизу, это тоже наш. Вот тот балкончик тоже наш. Сейчас дойду покажу. Значит, тут такая поляна вокруг. Значит, это газончик вокруг отеля нашего, апарт-отеля. Значит, что тут еще показать? Ну, тут можно здесь полежать, дремнуть, если хочешь. Столик там, покурить, чай попить, розетка. Так, дверь деревянная, закрывается, открывается. Так, Катюша, на тебе показывай наш отельчик. Это я пока спрыгаю до них. Покажи балкончик. На. Вот, Катюша. Да, Вова у нас с трудом ковыляет в связи с тем, что много ходил по Ликийской Да, тропе. Сегодня на 1000. Да. Ну вот у нас тут санузел, собственно говоря. Значит, что? Это я. И душ. Вот тут у нас кровать, бардачок у нас, да, присутствует. Мы тут рюкзаки свои перепаковываем, протираем. И вот такой у нас балкон. Ручку открой. Ну куда может быть вид в городе Демре? Естественно, на теплицы. На теплицы, на огороды. Такой уж это город. Вот. Ну зато должно быть, наверное, тихо. Природа. Да. В общем, сегодня поспим в цивилизации. Как Я- бы москитная Москитная сетка есть даже, да. Вот. Ну не ломай по вечерам. Так давай ее... ну хотя... Так откроем, пусть кислород заходит. Я люблю проветрить, знаете ли, перед сном. Все, Вова там, у него куча дел, поэтому мы на сегодня с вами прощаемся. И включимся уже завтра. Вова? Все, всем пока. До завтра.